Привет всем! Недавно Чингук был замечен на улице, одетым во все черное, выглядящим спокойным, с простым стилем, который всегда привлекает внимание, но не переусердствует. Было приятно снова видеть его на улице, дышащим свежим воздухом, наслаждающимся обычным моментом. Тем временем Тэхён поделился историей в Инстаграм, которая сразу же привлекла всеобщее внимание. Казалось, в нем было то сочетание мягкости и жизнерадостности, которое всегда было его отличительной чертой. Его улыбка, то, как он двигался перед камерой, все это казалось естественным, как будто он просто хотел поделиться небольшой частью своего дня, не слишком задумываясь об этом. Но многие заметили эту общую нить, она снова появилась. Небольшое совпадение, которое теперь стало символом среди поклонников, разжигая эмоции каждого. Удивительно, как что-то настолько простое может объединить так много, как будто эта нить говорит за них. У Тэхёна всегда есть способ оставаться рядом, даже когда они не в одном месте. Им не нужны слова, чтобы показать это, небольшой жест, взгляд или совпадение, которое кажется планом, хотя это и не так. Со временем их связь остается крепкой. Сколько бы их ни спрашивали, ни анализировали, ни строили теории, они остаются вместе, они делятся знаками, которые видят лишь немногие. В том, как они понимают друг друга, есть спокойствие, они словно сопровождают друг друга издалека. Быть тэкукеркой непросто, иногда требуется огромное терпение и твердая вера в то, что нужно продолжать доверять тому, что видишь и чувствуешь. Но в этом ожидании есть красота, в поддержке без требований, в присутствии без суеты. Те, кто по-настоящему следят за этими двумя, знают, что их связь не измеряется внешностью или заявлениями, она в том, как они продолжают общаться со временем. Не все это понимают, но именно это делает их уникальными. Они чувствуют себя частью небольшого сообщества, круга эмоций, который меняется с каждым новым видео. Многие все еще ждут живого выступления, где они выступят вместе, посмеются, поделятся друг с другом без фильтров. Может потребоваться время, но этот момент наступит. А пока каждое обновление, каждый жест или короткая история достаточно, чтобы напомнить им, что их связь все еще жива. Иногда им не нужно ничего говорить, достаточно того, как они смотрят друг на друга, даже когда они в разлуке. Утешительно думать, что, несмотря ни на что, они всегда находят способ показать свое единство, напомнить друг другу, что они все еще идут вместе. Даже если нам не всегда удается видеть их рядом. У Тэгука всегда было что-то особенное, что-то, что было очевидно с самого начала. С первого мгновения, как они увидели друг друга, вспыхнула искра, которую они пытались скрыть, но так и не смогли. Они были застенчивы, осторожны, но каждый жест выдавал их. Казалось, их тело говорили без разрешения. Чингук старался сохранять спокойствие, Тэхён делал то же самое, но улыбки или чуть более долгого взгляда, чем обычно, было достаточно, чтобы сказать так много. Взгляд Тэхёна часто скрывал что-то более глубокое, как будто он безмолвно говорил то, чего не мог произнести. Бывали моменты, когда он смотрел на бедро Чингука дольше, чем нужно, и напряжение было ощутимым, как будто воздух между ними становился все гуще. Такие сцены не нуждаются в объяснениях, они оба просто пытались вести себя нормально, пока внутри них медленно разгоралось пламя. Чингук часто выглядел нервным, стараясь ничего не показывать, но каждый жест выдавал его. Когда он наконец оглядывался, взгляд его менялся, они становились мягче, внимательнее, как будто Тэхён был единственным, кого он мог видеть. А когда он закусил губу, ему не нужно было ничего говорить. Этот небольшой жест, сопровождаемый слегка учащенным дыханием, говорил больше 1000 слов. Это была смесь привязанности и желания, желание быть ближе и непреодолимое желание сдержаться. Тэхён тоже не всегда мог сдержаться, он часто находил способ прикоснуться к Чингуку, пусть даже на мгновение, словно искал повод почувствовать его близость. На первый взгляд это казалось случайным, но это было не так. Прикосновение, затянувшееся дольше, чем требовалось, легкий, мимолетный жест, оставивший след. Чингук это замечал, и каждый раз, когда это происходило, его тело реагировало так, словно его касалось что-то невидимое.
Они посмотрели друг на друга, обменялись легкими улыбками, и хотя все казалось одинаковым, в глубине души они знали, что их чувства невозможно скрыть. Язык тела никогда не лжет, и для них он говорил наиболее правдиво. В каждой встрече было что-то неудержимое, что-то, что делало их присутствие рядом друг с другом необходимостью. Они были словно два магнита, которые не могли долго разлучаться, каждое взаимодействие протекало в одном ритме. В этой близости было что-то теплое, что-то, не требующее объяснений. Тхэкук демонстрировал любовь, которая не полагалась на громкие слова или театральные жесты, их любовь присутствовала в повседневной жизни, в том, как они непреднамеренно искали друг друга, в том, как они понимали друг друга так, как могли понимать только они. Их близость была ощутима и в тишине, и под аплодисменты тысяч людей. Это были не просто случайные отношения, не просто сценическая дружба, это было сочетание доверия, привязанности, понимания и чувства комфорта, которое крепло со временем. Когда они были вместе, атмосфера менялась, как будто воздух вокруг них двигался в другом ритме, теплее, спокойнее, более значимым. Они искали друг друга, не задумываясь, держась за руки, как будто это было самой естественной вещью в мире, укладывая друг другу волосы без стыда, или смеялись вместе, как будто мир вокруг них исчез. Их окутывало спокойствие, как будто присутствие друг друга было домом, где исчезала вся тревога. На репетициях, на концертах, в перерывах, каким-то образом они всегда оказывались рядом друг с другом, делясь мелочами, которые казались незапланированными, но чувствовались такими искренними. Их близость стала рутиной, чем-то неизбежным. Многие фанаты запечатлели эти моменты, не потому, что они были преувеличены, а потому, что они казались реальными, теплыми, постоянными. Были кадры, на которых Тэхён пытался успокоить Чингука перед выходом на сцену, говоря мягко, касаясь его плеча, сверкая своей фирменной нежной улыбкой. Чингук ответил с медленно успокаивающимся выражением лица, его дыхание стало легче, иногда прерываемое тихим смехом, который сигнализировал о чувстве безопасности. Они не делали ничего грандиозного, они не пытались создать историю, но то, как они сопровождали друг друга, говорило о многом. У Тэгука всегда было что-то особенное, что-то, что чувствовалось с самого первого взаимодействия. С той самой первой встречи, с того момента, как их взгляды встретились, возникла искра, которая никогда по-настоящему не угасла. Поначалу, возможно, они пытались скрыть это, возможно, из-за застенчивости, возможно, потому что мир, в котором они жили, не всегда был добр к таким вещам, но со временем ее больше нельзя было подавлять. Каждый взгляд, казалось, содержал невысказанное послание, каждая улыбка, казалось, хранила маленький секрет, известный только им двоим. Чингук постепенно начал чувствовать себя комфортнее рядом с Тэхёном, и Тэхён обрел покой в присутствии Чингука, как будто ему не нужно было много объяснять, чтобы быть понятым. Эта связь была не просто общим сценическим присутствием, это была не просто дружба, рожденная общей работой, это было нечто, построенное на искреннем доверии и защите. Когда один нервничал, другой знал, как его успокоить, когда один чувствовал себя обремененным, другой был рядом без просьб, слушая без осуждения. Тэкуку не нужны были широкие жесты, чтобы выразить свои чувства, и их сила заключалась в маленьких, повторяющихся деталях, в том, как они смотрели друг на друга, пересекая сцену, в том, как их руки, казалось, тянулись друг к другу без каких-либо просьб, в том, как они защищали друг друга, даже когда камеры были выключены. Независимо от того, были ли они окружены другими участниками или наслаждались моментом наедине перед выступлением, их поддержка всегда одинакова. Они уважают друг друга, они слушают друг друга, они понимают друг друга без принуждения. Именно эта последовательность говорит громче всего, их отношения не зависят от софитов, они основаны на чем-то более реальном, более человечном и более глубоком. Даже когда момент наполнен шутками других участников, когда звук смеха наполняет комнату, Тэхёну и Чингуку требуется всего несколько секунд, чтобы снова посмотреть друг на друга, время как будто остановилось на мгновение. Иногда они даже не смеются, они просто обмениваются взглядами и, кажется, понимают друг друга без слов. Эта молчаливая форма общения делает их связь такой уникальной. Она не искусственная, не вынужденная, она рождается естественно из того, как они жили бок о бок много лет.
Эта молчаливая форма общения делает их связь такой уникальной. Она не искусственная, не вынужденная. Она рождается естественно из того, как они жили бок о бок много лет. Им не нужно говорить «я понимаю» или «я здесь», потому что присутствие друг друга достаточно, чтобы передать все, их дыхание как будто движется в унисон. Даже в толпе есть небольшое пространство, которое принадлежит только им, пространство, невидимое невооруженным глазом, но ощутимое для тех, кто внимает сердцем. Бывают моменты во время интервью и подшучивания других участников, когда Чонгук неосознанно следит за реакцией Тэхёна, ожидая легкой улыбки или нежного взгляда как подтверждение того, что все в порядке.